Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз, старинный цыганский пасьянс. Что будет в ближайшие дни? Совсем скоро. А я бы хотела назвать наш расклад. Это время, сентябрь. Это время ясности, поэтому не прятать и уж точно не прятаться. И, скорее всего, тут могла быть, по крайней мере, если мы говорим про ясность, коридор затмений, который у нас будет длиться до 21 числа. 21 сентября закончится кульминацией, как будто может быть и наше решение. Мы можем принимать решения и значительно раньше, и уже даже как-то организовывать свою жизнь по-другому. Но то, что прояснять мы что-то будем, и если мы говорим прятать, это имею я в виду, чтобы мы не утрамбовали какую-то вглубь себя проблему в надежде, что решится само. Ну и не уходить от решения какого-то вопроса, иными словами, не прятаться. Чем больше проясним, тем больше себе спасибо скажем, мои дорогие тельцы. Я не буду останавливаться подробно на транзитах, вас приглашаю на сайт прочитать и о коридоре затмений, и энергиях на сентябрь. А мы с вами идем вперед, и в начале карты пасьянса нам раскроют именно события. Что же там у вас совсем скоро? Давайте будем смотреть. Смотрю я, смотрите и вы. Никогда не знаешь, что там выпадет. Что же у вас со дня на день? Сроков не ставлю, потому что кто-то пишет, у меня это уже произошло. Кто-то пишет, за пару дней все вот подобные ситуации разрешились. А кто-то пишет из вас, что нет, у меня не решается моя проблема быстро. Ну, а кто-то... А у меня вообще ничего не совпало. И такое тоже я допускаю. Будем реалистами, мои дорогие. Не замечтаться, да, ведь тоже важно. Проясняем. Критическое мышление. Солнце в Деве. Что у вас совпадает, сразу смотрю. Что для тельцов со дня на день? Вы знаете, наверное, где-то спокойное течение жизни. Это правда. Ну, по крайней мере, может быть, вот прямо совсем-совсем, да, вот буквально завтра, как вы смотрите видео, может быть, и нет, или какой-то вот перед этим период, да, вы сейчас можете находиться в таких спокойных энергиях. Или, кстати, якорь выпал, это наоборот, вы пытаетесь что-то урегулировать, ну, и стабилизировать даже, может быть, и так. Но так много не выпадает значений, поэтому общий фон энергии я не могу сказать, что это какая-то турбулентность. Но и я не могу сказать, что спокойно на самом деле. Прояснять надо, посмотрите, у вас маска. Это кто-то либо наблюдает, либо чаще ведь по маске недруг. Это тот, который может говорить красиво, а может быть это у кого-то, кстати, выпадает нож. У кого-то из вас могла быть уже ссора, конфликт. Как будто нам ведь тут пространство возвращает для ясности, или где-то высшие силы нам помогают эту ясность навести. Отнюдь это не новые вопросы. Это не есть вот какой-то сюрприз. Они могут быть, да, информации может быть много, но, скорее всего, это уже какая-то старая ситуация, вам хорошо известная. Когда это мы могли себе, словно замылив глаза, надеяться, что ну как-то оно вот разберется, все то, что я говорила. И вот теперь мы понимаем, но в конечном итоге разобралось, может быть, не для нас в плюс, потому что у кого-то будет ссора, какое-то время вы закрывали на что-то глаза, именно поэтому, а вот теперь словно мы идем в разнос. Вот такое может быть. Или не буквально это вы эмоционально реагируете, хотя я допускаю, у кого-то все же это разговор будет, да? Может быть, и вы даже инициировали какой-то разговор, надеялись, что будет достигнуто взаимопонимание, а закончился этот диалог монологом, какими-то обидными словами, перешло в ссору. И вы понимаете, это, к примеру, даже так может быть. Человек от вас словно закрывается, а вы уже какие-то выводы сделали. Вот я так думаю, что тут какое-то лицо, вот как эта маска,
Скорее всего, поскольку тут именно рядом выпадает нож, и я знаю, что в этом пассиансе оно чаще всего так и проигрывается. Когда мы уже, в принципе-то, чудес не ждем. Мы уже готовы где-то внутренне, да, к такой ситуации. Но вы можете поставить точку просто потому, что вам либо это мешает, либо вам это надоело. Смотрите, может быть, это будет связано еще и с какими-то документами или получением таковых. А может быть, это просто разные совершенно позиции. Есть вот одно дело или конкретная какая-то тема с одним человеком. Персона все-таки, маска– это всегда персона. И вам не хочется рядом с собой иметь, может быть, сами будете прояснять, потому что какое-то время терпели, а тут, понимаете, да надоело быть удобным, надоело быть какой-то бесплатной удобной, да, жилеткой, в которой можно поплакаться. И вы многим помогаете, мои дорогие. Может быть, тут как раз вы пересмотрите свои статьи дохода. Вот по части как раз финансов у вас сейчас идут такие изменения. Вы сами, изменения какие? Это вы меняете, потому что именно вы вынуждены, мои дорогие. Вот у вас может быть такой период. Или себя еще вдобавок перестраиваете. А тут какая-то помеха справа, хочется сказать, да, но я шучу, конечно. Автолюбители меня понимают. Вот. Ну и вы понимаете, да, доколе. Вот действительно уже теперь мешает. Я тут и так держусь из последних сил как-то, да, очень много вопросов вам приходится решать. И тут, правда, могут быть и важные согласования, тут могут быть какие-то серьезные встречи, потому что когда выпадает вот пакет, это всегда документы, сургучная печать. Ну, вы можете получить буквально кто-то посылку, кто-то вот этот документ или по почте, или на e-mail, может быть, и так. Все-таки цифровая эпоха, правда? Но, может быть, вы ждете официального какого-то ответа из структур, от чиновникам. Но, значит, стало быть, есть какие-то задачи перед вами. Вам как будто нужно именно что-то стабилизировать и организовать. А может быть, это вы узнаете. Какое-то сообщение конкретно от человека, который к вам приедет в гости. Или придет. А может быть, и вас пригласят, а вы будете оформлять визу. Ну вот настолько разная палитра, куда мы будем прикладывать наши усилия, с чем мы можем столкнуться. Поэтому перекладывайте на себя. Но скучать, похоже, некогда вам будет, мои дорогие тельцы. Тем не менее, смотрите, у вас выпадает прочный союз. Ну, пусть не все товарищи, не все, что называется, братья, поскольку маска, но как минимум с одним человеком прочный союз есть. В наше сложное время, наверное, это уже радует. Смотрю, что еще у вас совпало. Смотрите, вы можете переживать за какой-то вопрос, по какой-то теме. Это не есть что-то конкретное, это просто внутреннее волнение. Ну, вот волнение как будто будет. Может быть, и какая-то история у вас слишком затянулась, и все никак не получалось долгое время что-то организовать, согласовать, решить. Но явно проясняется, вот даже карты пасьянса. Может быть, даже где-то вот этот конфликт, мои дорогие. Ну, это не есть что конфликт, но вы можете и сами ведь кому-то что-то сказать, потому что, опять же, надоело. Раньше молчал, а теперь сказал. Тельца можно долго злить. Ну, правда, ваш знак зодиака– это очень терпеливые люди. Но в гневе телец страшен. Лучше не пробовать, я бы сказала так. Правда? Я думаю, многие со мной согласятся. И вы знаете, вот пока я с вами и смеюсь, и разговариваю, и я не вижу больше совпадений. Поэтому давайте пойдем дальше и посмотрим, что нам тут расскажут карты Таро. Так что же там прояснится, месяц ясности? И это не только вот буквально ближайшие совсем дни. Но вот я вижу, ну, как минимум 21-е, да, мы говорим, если про коридор затмения, о коридоре, точнее, затмения. Но я-то тут вижу тут и до конца сентября. Но много еще потом будут детали проясняться, потому что тут, как, знаете, как квинтэссенция, какая-то основа, вот как стержень какой-то, да, для нас. Мы проясняем, точнее. А вот уже потом мы можем еще и дорабатывать детали, конечно. Итак, что ж там прояснится? По правосудию что-то прояснится. По закону.
Может быть, это вам придется контактировать напрямую с юристами, адвокатами, ну или представителями, например, да, власти. Или сами вы просто ищете информацию. Точно так же вы можете оформлять, вот я говорила, документы. Может быть, где-то подписи ваши стоят. На всякий случай проверьте, мои дорогие тельцы, все ли ваши документы в порядке. Я имею в виду, что вы подписывали. Или если у кого-то есть индивидуальная личная печать, значит, где вы печать ставили. Но если вы руководитель, может быть, вы и большую, какую-то более знаковую печать ставите, да, тоже, значит, надо перепроверить. Здесь для вас по максимуму не должно быть каких-то тайн, да, или вот не прятать, вот правда, и не прятаться. Тут есть все-таки по правосудию какая-то тема. С одной стороны, ведь может быть, это ведь всегда как закон кармы, мои дорогие, да, как аукнется, говорят, так и откликнется. Вот как аукнется, так и откликнется, это может быть по части конфликта, который я описывала, и тогда мы говорим, ну, правда, наверное, восторжествует. Но мы тоже ведь можем, мы все живые люди. Мы тоже где-то могли что-то прошляпить, ошибиться. А теперь мы будем, может быть, и в попыхах что-то переделывать, согласовывать. И я этого тоже не исключаю, потому что, опять же, мы все совершенно разные. Но, наверное, оттолкнуться от того, что, опять же, не спрятаться, а нужно использовать время для того, чтобы разузнать информацию, а не надеяться на авось или буквально, как в отношении вас работает закон. Может быть и так. Ну, вот как будто справедливость, она должна восторжествовать. Что же еще прояснится? Я тут больше вижу для вас плюсов все-таки, мои дорогие тельцы, потому что это вы словно понимаете, куда вы идете и с кем. Буквально, паш Пентаклей. У кого-то могут быть вопросы, которые по части детей. Может быть, это какая-то прежняя история, которая уже какое-то время длилась и была связана с вашим ребенком. Это может быть все-таки пажи, это у нас вестники, вы можете получить извещение какое-то или, ну, не буквально извещение, как на бумаге, это может быть и СМС, это может быть какое-то письмо. Ну, одним словом, есть взаимодействие какое-то, и, возможно, вам в это придется участвовать. Но для кого-то из вас мы ведь еще и учимся по этой карте. И как будто нам, смотрите, паж показывает направление, да? Указатель нам рядом изображен. Так вот мы думаем, куда же мы выберем или какое направление. И мы думаем, определяемся, куда мы пойдем и, правда, с кем. Вот что-то подобное у вас может проясниться. Именно потому, что весть приходит. Что же еще? Вы можете даже иногда по королю жезлов, это ведь у нас харизматичный лидер или идейный лидер, иногда эта карта может говорить о чиновниках. Почему нет? Ну, знаете, это тот чиновник, который может немножко искажать информацию. Ради правды я должна сказать. Потому что, знаете как, человек может в это свято верить. Или он может дать вам какой-то совет, но самое главное, которое я хочу сказать, и я часто говорю по этой карте, не особо надейтесь, когда вы сталкиваетесь с такими людьми. Они могут, знаете, это как руководители, правда. Они могут, знаете, вот их энергия, все же харизматика, да, нам хочется такого человека слушать, слышать, контактировать. Для кого-то из вас, мои дорогие, здесь могла быть ситуация по части личной жизни недавнего знакомства. Да, тогда это буквально вопросы страсти, потому что очень притягательны эти люди. Нам хочется попросту им верить. Но если заходит дело о том, чтобы участвовать, но это не про короля жезлов, он немножко сам по себе. Вдохновить, рассказать, показать. Вот посмотрите, на карте показывает кому? Коту. Это пожалуйста. Но взять и сделать это немножко не про него. Поэтому тут будет важно самому не замечтаться, тем более у вас впереди аркан правосудия. Может быть, это вы будете искать информацию о конкретном человеке. Тогда, скорее всего, вы ее найдете. Вот здесь может быть и какой-то вопрос у вас тоже прояснится. То есть вы можете, знаете как, узнать вообще какую-то тайну, мои дорогие тельцы. Может быть, где-то и уже были, закрадывались сомнения по конкретному человеку.
но вам казалось, ну, фактов конкретных нет, и мы думаем, что нам кажется. А на уровне подсказок интуиции как бы особо к делу не приложишь, правда? Мы можем вот что проясниться. Мы можем узнать, что то, что мы предчувствовали раньше, но не могли объяснить, на самом деле так. И у каждого здесь по-своему. У кого-то это будет, ну, буквально даже, может быть, с недвижимостью где-то связано, да, или с какими-то вопросами по части вашего благополучия. У кого-то с близкими, может быть, или с родственниками, или ситуация на работе. Тоже глаза раскрываются. Может быть, это еще и вдобавок, как меняется что-то в пространстве. Я имею в виду, какие-то новости приходят. А период может быть богат на разного рода неожиданные новости. И здесь тоже надо перепроверять. Основная, наверное, задача до конца сентября. Доверяй, но проверяй. И снова доверяй, но проверяй. Ладно, давайте достанем 3 карты, как знаки судьбы, мои дорогие тельцы, как 3 подсказки. Вот что вам хотят сказать. Ну точно, доверяй, но проверяй. Пятерка жезлов. Вот вам тут могут наговорить с 3 короба. Ей-богу, правда, так и хочется сказать, да? Словами в переводе Стивенсона. Остров сокровищ, йо-хо-хо и бутылка рома. Ну, 100 бочек арестантов. Вот что-то такое. То есть нам тут могут много чего рассказать, а истина где-то рядом. Это могут быть ненадежные люди, правда, еще раз карта говорит. И не потому, что человек, вот я описывала только что, харизматичного лидера. И не потому, что человек хочет вас обмануть, да, какой-то хитрый коварный план. Я вот это даже, ну, может быть, такое и тоже присутствует, но вовсе не для всех. Человек сам может в это свято верить, но, ну, вот разные люди нам встречаются на пути. А это может быть человек, который не очень надежный. Ему, знаете, как есть такой типаж людей, которым очень сложно определиться. Им кажется, ну вот сегодня я имею что-то сейчас, а вдруг завтра будет что-то еще интереснее. И вот это завтра у него может происходить сколько угодно раз на день. Или на самом деле, то есть и он меняется сам, он меняет свои где-то взгляды, он быстро перестраивается. Это, кстати, мы все должны этому учиться, потому что Уран в Близнецах, мои дорогие. Ну, так и мы должны тоже быстро перестроиться. Может быть, об этом нам где-то карта говорит. Вот получишь ворох информации, мы ведь смотрим как знак судьбы. Быстро перепроверь. Вот мы где-то только что с вами об этом говорили. Просчитай. И для себя какую-то траекторию обозначь более четко. Но будь готов, что ты будешь слышать много и разного. Будешь сталкиваться с разными людьми. Ну, видимо, как-то участвовать в проработке этой информации вам совершенно необходимо. Кто знает, может быть, и будет там какое-то рациональное зерно. Давайте достанем вторую карту. Да тут соблазн. Ну, наверное, я не случайно сказала. Аркан дьявол, мои дорогие. Или соблазнение. И тут будет, знаете, важно не надеть розовые очки. Кто-то, я допускаю, может попытаться вам исполнить старые песни о главном или как какую-то надоевшую для вас пластинку заново начать. Хотя я вижу, что вы-то настроены правосудие, да? Для кого-то из вас, что прояснится, это вы можете быть теперь как вот эта Фемида, да, вот так беспристрастно, абсолютно равнодушно. И есть истина, и она мне дороже. И вы не склонны сейчас верить на слово или, ну, даже включаться в какой-то вопрос только лишь потому, что речи были красивые или обещания. Ну, явно уже какой-то опыт есть, но тогда какой-то человек может повторить новым заходом какую-то прежнюю историю. Или, мои дорогие, я бы сказала, знак судьбы. Легкие деньги опасны, азартные игры опасны. Ведь всегда по 15-му аркану идет как зависимость. И, может быть, я должна сказать, этот период очень хорош, когда мы можем избавиться от зависимости. И самых разных. Здесь кто-то, ну, понятно, вредные привычки, а ну, кто-то, например, желает поправиться, или кто-то похудеть, например. Кто-то все никак не может начать по утрам делать пробежки, ну, или хотя бы какую-то прогулку, или наоборот, вечернюю прогулку, да, чтобы от тяжести мыслей, от вороха вот этих мыслей
за день накопившихся отойти, чтобы спокойно, без бессонницы заснуть. Ведь такое тоже может быть. То есть вот в этот период нам дает возможность, как пространство, планетарные транзиты, от вот подобного негатива как раз-таки избавиться. А для вас, мои дорогие тельцы, вы можете вкалывать до седьмого пота. Это тоже вот есть трудоголики, да? Ну вот это вы, кстати, претенденты отчасти. Вы можете работать чересчур. Тогда помните, это тоже зависимость. Уставшие люди делают ошибки. А тут нельзя ошибиться. Явно будет какой-то соблазн. Третий знак судьбы. Ну вот все то, что я только что говорила. Десятка жезлов. И сама по себе вам выпадает как знак судьбы карта усталости. Мне нечего добавить. Давайте, а что за ситуация может сложиться у тельцов такая, чтобы 15-й аркан? А ведь вам, правда, мало что вам что-то мешает, мало что вам до чертиков что-то надоело, мои дорогие. Вы от чего-то устали. Более того, мои дорогие тельцы, вы знаете, вы, ну вот, наверное, как вот это беспристрастная Фемида. Вам действительно кто-то в ближайшие дни может пытаться, ну, знаете, такие красивые речи говорить, как заигрывать. Или, ну, вы можете столкнуться с таким человеком, который улыбается, может быть, смотрит в глаза. Ну, наверное, хвала транзитам или высшим силам. Вы будете, скорее всего, смотреть и думать про себя. Ну, давай, давай, рассказывай, что ты мне еще споешь. Я вас больше вижу в таких энергиях. Но все же мы все разные, поэтому замечтаться никак нельзя. Потому что, смотрите, тут как будто двое аж заслушались. Что-то такое соблазнительное, интересное, да. Даже кот пришел, ну, вот так художник нам изобразил. А на самом-то деле, ну, как будто и добрый человек, улыбается, искренне, такое приятное лицо, правда? Да, там вот хвостик торчит, но и на заднем плане-то вулкан, да? То есть что-то есть скрытое. Но вот вспомните, что вот мы этого как раз скрытого мы и не видим, когда мы устали. Вот вы знаете, с одной стороны, 15-й аркан дает много сил физических. И я тогда для вас повторюсь, вы можете думать. Ну вот я сейчас еще в конце немножко поднажму, а я должна сказать, что для вас любой перфекционизм будет губителен. Я не случайно это говорю. Вы можете взяться за какое-то дело и думать, ну вот я сейчас доведу до совершенства. Вы можете еще раз попробовать какие-то отношения, хотя уже вы видите, ну, я, к примеру, для кого-то, может быть, важно услышать, что да ничего там не меняется, вот и ныне там. Ну, дай попробую. А может быть, вот я сейчас как-то проявлюсь к человеку, а у него совесть проснется. Ну, как вариант, правда? Ничего тут не проснется. Тут явно есть то, в чем вам нужно ставить, мои дорогие, точку, две десятки, два завершения. Я бы сказала, тут не только прояснится, а вы точно в каких-то двух направлениях или вопросах поставите точку. Я могу допустить, что один вопрос просто прояснится, может быть, по документам, или как вы будете действовать дальше. Может быть, это касается ваших партнеров по бизнесу, может быть, и вопросов работы, да, или какую вообще стратегию, тактику примете, и какую карьеру вы будете строить. То есть и в этом контексте. Но для кого-то я вижу так, что это может касаться и конкретного человека. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы. Я буду благодарна вашим комментариям. Я всегда с удовольствием читаю и благодарю вас, потому что на самом деле вы мое вдохновение. Не всегда, правда, отвечаю. Надеюсь на понимание, потому что нет времени, катастрофически не хватает. Оставайтесь со мной, мои дорогие любимые тельцы. Подписывайтесь на мой канал. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.